Всем салют! В сегодняшнем видео мы поговорим о храме зверей и о долгожданном его, так сказать, продолжении. Да? То есть у нас был сначала отчет времени, да, мы следили, когда это все появится, потом отчет пропал, мы гадали. На стримах тоже я говорил, не спешите, скоро появится. И вот под финал укромной битвы нам выкатили продолжение, да, прокачки храма зверей. Соответственно, в этот раз подошли более основательно. То есть в прошлый раз у нас тут было немного возможностей для прокачки, да, то есть нам дали и со старта там неплохо очков, соответственно, и мы быстренько все прокачали, дошли до благословения зверя и начали качать им, улучшать навыки, да, каждому зверю, который, кто как мог, какому хотел, вот, по возможности, там уже сложности были, да, там очень много нужно материала для прокачки. Соответственно, сейчас нам дали гораздо больший вариант, да, для прокачки всяких добавили там и усиление, ослабление, все, качай не хочу. Вот, и из новшеств, да, сияние зверя, это дает нам возможность прокачивать основной навык у зверей, да, первый. И их усилили по-разному, да, чуть позже коснемся, к зверям подойдем. Ну и плюс остальное, да, увеличение урона, жизни, все как положено, увороты, уклонения тут. Я думаю, читать каждый может, зайти почитать, да, что дает какой бонус. И, соответственно, здесь уже каждый для себя будет решать, что ему важнее, да, то, что встает загвоздка, что качать. Или же храм, да, то есть ветки прокачивать и улучшать наших солдат, наших юнитов, да, то есть урон зверей, которые не наносят, да, или же качать сами их навыки зверям, да, то есть чтобы они становились сильнее. То есть прокачали навык зверя, у вас зверь стал сильнее, приносит больше бонуса. Прокачали же ветку, здесь мы улучшаем, идет улучшение на всех юнитов, да, которых вы там воюете, да, соответственно, больше жизни, больше урона. И, соответственно, усиление идет, там, если на арене 5 героям сразу, если же это какие-то глобальные битвы, вот как сейчас укромная битва, соответственно, там всем героям, которыми вы воюете, да, будет повысить на 10% жизни, да, к примеру. Поэтому каждый для себя уже будет разрабатывать стратегию, что-то советовать. Мы более детально коснемся этого вопроса на стриме, да, то есть пообсуждаем, пообщаемся со зрителями, каждый там выскажет свое видение, да, мы обсудим, потому что, опять же, это все индивидуально, у каждого есть свой подход, у каждого есть свое видение. Навязывать свое мнение я не собираюсь, я только могу его высказать, а вы уже сами будете отталкиваться, да, исходя из ваших возможностей, желаний и потребностей. Вот. Поэтому я так особо ничего не качал. Могу сказать, что довольно-таки недешево, да, то есть вот, чтобы прокачать полностью, там уходит порядка почти 5000 уходит на полную прокачку. Вот, соответственно, вдохновение зверей, да, урон навыка зверя повысится на 20%. Это нам дает возможность разблокировать, вот, вражеская боевая машина, урон умений, да, понижаем. Вот, или же второй герой, урон умений повысится, да, тут на 6%. При полной прокачке повысится 6% урон умений. Также дальше, да, то есть увеличение жизни и увеличение урона войск. То есть довольно-таки прикольные вещи, которые нужно будет прокачать. И дойдем до сияния. Сияние зверя, что оно дает? Оно дает нам возможность прокачивать первый навык. Да, это мы можем уже сейчас посмотреть. Здесь вот пишут, тут сияние. Сияние, когда вы прокачиваете на 15 уровень, да, при прокачке именно 15 уровня, да, 5 раз качнуть, вы получаете возможность, да, то есть на втором ходу есть шанс срабатывания еще раз, да, то есть ваш зверь, к примеру, вот снежный ребенок, да, наносит урон, да, то есть урон вырастет, да, то есть сейчас 400 станет 500 коэффициент урона, да, больше урона нанесет, соответственно, кого-то возьмет в контроль, да, заморозит. И тут срабатывает сияние, и он еще раз бьет, и еще есть шанс, что возьмет, заморозит. Соответственно, можно будет на втором ходу, есть 15% шанса, что он 2 раза заморозит. Да, опять же, становится более актуальным талант, да, заиграет другими красками у героя, который повышает шанс срабатывания, да, у зверей. Соответственно, можно будет его теперь ставить, да, соответственно, шанс, если проходит у вас сияние, плюс возможность срабатывания
повышается, и вы 2 стека замораживаете. Тоже будет очень важно, да, помочь может. То есть, если вот основные звери, да, которыми мы все играли, есть не очень большая особо прибавка идет, да, то есть уменьшение урона. Было 70, станет на 75, да, коэффициент 40, да, то есть не сильно меняется. Вот здесь коэффициент 400, да, урона становится 500. Шанс заморозки с 30 увеличится аж на что не увеличится, да, то есть увеличения нету. Вот, такого вот у голема, да, им в последнее время чуть меньше стали играть, чуть-чуть больше, да, стал. Коэффициент урона вырос довольно-таки, ну, значительно, 850, да, относительно 500. Плюс, если срабатывает сияние, 2 раза хорошенько он бьет, да, по 3 врагам. Ну, дополнительный урон, да, здесь все у нас чуть-чуть подросло. Довольно-таки, ну, большой шанс молчания, да, с 50 до 80%. Но очень интересно. Вот. То звери, которые не популярны были, да, в последнее время, ну, гораздо меньше стали играть вот тем же глазом, да, пожиратель солнца, да, здесь вообще очень интересно. Раньше у нас был 12% снижения, да, мы снижали урон на 12%, 12,5, да, как бы, и то было довольно-таки много. Сейчас при полной прокачке будет 50, да, ну, как бы интересно. Плюс, если срабатывает сияние, еще раз 50. Ну, вообще, будет очень интересно, я думаю, опять вернуться. Плюс коэффициент урона тут подрос, да, с 400 до 600. Тоже довольно-таки не слабо он бьет. Поэтому, думаю, появится опять пожиратель солнца. Вернуться кровавым магом каким-нибудь, да, то есть... Или рыцарем Фениксом, да, кто долго играет. Вот. Также у нас Кирин. Чуть-чуть его улучшили, да, то есть был... Да, души по 5 воровал, сейчас 10. Это может сыграть решающую роль, да, то есть чтобы больше шанса ультануть. Соответственно, урон, да, на 500 поднялся. То есть было 1500, станет 2000. Сиянием это тоже довольно-таки неплохо будет работать. Вот мне из тех, которые мне прям вот понравились, да, прям тут цифры интересные. Вот у нас у Лиса было по 3 героям дает теперь 5. То есть по всей команде. Да, то есть потом дальность применения был плюс 1 ход давал, сейчас станет плюс 2 давать всей команде. То есть заморозкой или не будет влиять. Соответственно, в край можно ставить там джинов, которые будут доходить, или каких-то других юнитов, да, ставить, они будут доходить. И повышение урона, да, был 15, станет 150. Я задавал вопрос поддержки, цифры эти актуальны или не актуальны. Сообщили, что да, цифры актуальны. И это типа такой вот попытка внести баланс, да, как бы в то, что раньше эти звери были слабыми, никто не играет, теперь вот им добавили вот эти вот улучшения, и соответственно как бы такие вот должны остаться. Но опять же, возможно, что-то впоследствии поменяет, потому что, ну, 150% урона, конечно, очень хорошо. Лиса, я думаю, появится больше. Им раньше хорошо играли, много, потом как ледяные лорды отошли на второй план, да, то есть, соответственно, чуть меньше стали. И ходы, да, раньше у него проблема была, что на 2 хода давал, потом вот на 3 сделал, сейчас на 8 ходов. Ну, 8 ходов это практически редко кто играет, это там какой-то там некр с этим самым, там, с кровавым магом, или рыцарь Феникса с кровавым, или некр с рыцарем Феникса, они там раньше долго играли. То есть, очень интересно. Это касательно любого героя, да, то есть, старенький, ну, как сказать, те, которые мало кто играет. Даже вот Гидру тут поменяли, добавили, очень интересно, отбрасывать на 4 хода, да, то есть подошел, он отбросил вас назад. Соответственно, если там заморозка, поле заморожено, надо будет доходить, подходить. Ну, то есть там с какими-то шаману с тотемами играющими, да, обходя заново эти тотемы. Может быть, заиграет другими красками, да, тут подняли коэффициенты, ну, все повырастало довольно-таки значительно. В отличие от тех так называемых донатных юнитов, которыми все играли, да, то есть, ну, здесь цифры вы видите изменения. Не сильно выросли, в отличие от вышеперечисленных юнитов. Вот. Ну, опять же, вот крылья смерти тоже интересно. Да, то есть, тут как бы цели 5 добавили, а коэффициент урона вырос, ну, на 200. Шанс срабатывания не сильно подрос, да, то есть, ну, на 5%. Но чем интересно, то, что есть возможность еще раз, да, то есть за счет сияния еще раз он пролетит. Если он первый ход пролетел, бывает и никого
не дебафнул, да, то есть не заразил. Соответственно, есть шанс, что второй раз он еще раз пролетит. И, соответственно, и урон нанесет, и все-таки сможет поднять, дать вам шанс поднять огров, да, то есть такой интересный момент. Ну, посмотрим, как оно будет работать. Сейчас топы вкачают, будут этим играть, а мы посмотрим на результаты их действий. Более подробно мы поговорим на стриме об этом, потому что тема большая. К стриму, да, то есть уже пройдет пару дней, что-то кто-то вкачает, что-то кто-то попробует. Возможно, это будут какие-то моменты учтут и использовать будут завтра ребята в финале, да, то есть даст им возможность как-то себя проявить, какую-то новую тактику, стратегию, или просто прокачка этих зверей поможет им в победе. Завтра вот узнаем и заодно обсудим. На этом все. Всем спасибо.